Всем привет! Сегодня я буду варить кокосовое мыло хозяйственное, без отдушек. Берем воду дистиллированную. Также нам понадобится сода. Также я приготовила уже соль. Ее тут 10%. И лимонную кислоту. И отмерила точно так же я натрий OH, это наша щелочь. Вот она. Это мыло будет без отдушек, подойдет детям, аллергикам, для стирки в стиральной машине, потому что оно будет с нулевым пережиром. Я сейчас размешаю наши компоненты сухие. Это лимонную кислоту, соль. А уже соду я добавлю потом, уже в готовую массу. Так, вот это я высыпаю соль. Она у меня, между прочим, очень плохо растворилась. Это я уже потом в конце увидите. Вот, поэтому я немного, конечно, сглупила. Я взяла очень крупную соль. Сейчас я отмеряю кокосовое масло. Оно у нас рафинированное, такое вот хорошее, классное. Мыло получается очень с хорошими отстирывающими свойствами. Я беру подсолнечное масло, самое обыкновенное, из магазина. И отмеряю. Рецепт у меня будет под видео. Я там все напишу в процентах и в граммах, как обычно. Это я размешиваю, пытаюсь размешать соль. Она у меня очень плохо расходилась. Ага, высыпаю щелочь. Потихонечку тоже одела все средства защиты, потому что я в прошлый раз надышалась щелочью. Измеряю температуру, у нас 88 градусов. И я буду делать быстрым способом. Я буду вливать горячую щелочь в густые, в нерастопленные масла сразу же. Вот я ее вливаю, у меня остается, видите, на ситечке немного. Это остатки соли и еще каких-то компонентов, которые не очень хорошо растворились. У нас масса где-то 42 градуса получается. И сейчас я ее буду потихоньку перемешивать. И эти масло кокосовое и подсолнечное, в общем, масло кокосовое будет растапливаться потихоньку. Руками я мешала минут 5, наверное. Все это не буду вам показывать. В общем, почти комочков, когда у меня не осталось, я уже беру блендер, погружаю, по дну постучала немножко, чтобы пузырьки вышли, и начинаю перемешивание блендером. Соду я добавлю уже вот сейчас в эту массу. Не стала разводить ее в воде, добавила потом. Перемешиваю все это блендером до хорошего следа. Я уже варила мыло по этим способом, по этому рецепту. У меня оно получилось очень классное. Отстирывает все, даже вот самые такие старые какие-то пятна, в общем, соусы, все отстирывает. Такой вот след получился у меня. Такой не сильно густой я делаю след, и я выливаю все это в форму. Вот оно мне такое немного жидковатое получилось. Я его выливаю в форму, поставлю в духовку разогретую до 60 градусов на 2 часа. Но в итоге у меня мыло немного перестояло. Оно у меня не 2 часа постояло, а где-то 3. И потом видно будет при нарезке, что оно немного крошилось. Ничего, я его перетру, потру на терку потом и буду использовать как стиральный порошок. Его добавляю я прямо сразу в барабан машинки. Вот сейчас я его накрою такой красивой пленочкой. Потом сделаю еще пищевой пленкой обязательно вверху. Хотела сделать макушку неудачно, потому что там была масса жидковатая немного. Я накрываю его пищевой пленочкой, полотенце завернула потом и в духовку. Разогретую духовку я выключаю потом. Вот через 2 часа, даже не через 2, а через 3, оно у меня получилось вот таким вот красивым кусочком.
Красивое такое мыло вышло. Но вот немного крошилось. Наверное, таки я его передержала, потому что там одно кокосовое масло, чуть-чуть подсолнечного было, 10%, по-моему, подсолнечного. У меня получилось 1,5 килограмма мыла. На килограмм масел я варила. Вот нарезка мыла сейчас будет. Вот такое симпатичное мыльце получилось. Мы его потом еще проштампуем. Оно под конец вот начало уже видно, что оно немного крошится. Где-то я что-то нарушила. Может быть, то, что вот осталось у меня на ситечке, может быть, это не размешанная соль или еще какие-то ингредиенты. Видите, может, даже и щелочь осталось немного, потому что оно немного стало крошиться. Вот делаем мы такие штампики, ставим. Видите, как оно крошится? Напишите в комментариях, может быть, кто-то сталкивался с таким. Оно прямо у меня отлетало кусочками. Даже штамп, ставили штампы, оно не очень хорошо ставилось, потому что даже раскололось. Ага, pH у нас еще пока высокий, где-то 10. Вот такое мыло получилось. Немного вот кусочек откололся. Тут поровнее чуть-чуть. Были ровненькие кусочки в начале, а потом уже пошли какие-то такие странные. Странно крошилось. Очень много отходов было. Благодарю всех за внимание. Спасибо за просмотр.